Здравствуйте, дорогие зрители! Осенью мы с вами сажали черенки роз. Сейчас начало марта. Проверим, как перезимовали наши розы. Как сказать, проведем легкую ревизию. Сейчас я открою бутылочку, посмотрю, что там делается. Другую, бутылочки попотевшие, влаги, значит, хватает. То есть поливе не нуждается. Вообще-то весь период проращивания розы полив нежелательно. Сейчас минуточку. Так-то вам ничего не видно. Для наглядности я сейчас сниму бутылочку, чтобы можно было видеть процесс развития. Один черенок отлично себе чувствует, а другой же как-то не то. Не без этого. Мы накроем его обратно. Пока ничего, никаких действий не будем делать. Просто это осмотр. Тоже не особо. Хорошо так. Чего череночек себе чувствует. Обнадеживающий, сейчас посмотрим корешок как там. Не корешок, а корнеобразование. Уже процесс пошел. Нарост уже есть. И там появятся уже корешки со временем. Сейчас пройдемся так выборочно. Просто дальше какой-нибудь черенок сейчас раскроем. Тут 3 штуки даже все выжили. Некоторые уже высохли, так надо выкинуть. Этот череночек еще. Только это нежелательно, то, что я делаю. Каждый раз доставать корешок, посмотреть. Это чтобы я вам показать. Тут процесс идет даже отлично. Скоро уже пойдут корешки. Посадим назад. Он может уже и не выжить после такого замешательства. Пока все. Сейчас уже время прошло. Уже сейчас конец мая. Весна трошки немножечко затяжная была. Не особо так, чтобы жарко было. Но все равно уже растения ожили. Уже видно по старым кустам, что уже как-то развитие есть. Активное развитие. То есть сейчас мы уже делаем полную ревизию, как сказать. Откроем все бутылки, посмотрим, где что, какие результаты у нас. А так опять же, влаги достаточно, полив не нуждается роза. Еще раз повторюсь, розы нежелательно поливать по все это времени, пока они укореняются. Сейчас, даже отлично, так даже нравится, классно так. Прижилась розочка. Это даже может и корнями, но мы его проверять не будем до самой осени. Это пока просто весь это открыт. Если где поврежденный или чего, так удалит. И травы прополот. В основном так. Но больше ничего мы делать не будем. Видите, уже как-то порча, уже почернели черенки. И не без этого. Что делать? Будем надеяться, что больший процент выживет. Вроде одном же том же месте, разные черенки как-то по-разному развиваются. Некоторые, это видите, темноватые уже ростки пошли, и они более так активно развиваются. Некоторые худошавые
Ну, часть может опять погибнет, а часть все равно сохранится, будет нормально. Ну вот еще череночек, которые по какой-то причине. Ну, это пускай будет, может еще выживет. Но в дальнейшем я думаю, что может чем-то обработать. Ну, пока что все на натуральном основе. Ничего так, без обработки, ничего так. Ну, срезал с куста, ну и в землю. У некоторых трава, ну, трава, конечно, с одной стороны нормально, хорошо, что влагу держит, а с другой так плохо, что может и грибки развестись, это из-за переизбытка влаги. Поэтому лучше их удалить. Ну, в основном, чтобы не так, чтобы совсем уже до самой мелочи выковыривать под микроскопом. Ну, так в основном вот таких, которые крупные. Повытирать и выкинут. И вот, смотрите, опять у нас неудачные череночки. Так что, если у вас такое случится, не расстраивайтесь. Ну, и без этого, понимаете. Ну, природа, как говорится. Ну, и зима, знаете, было не особо. Ни снега, ничего. Так это... Я надеялся, что снежный покров защитит. А снега вообще не было, что удивительно для этой местности. Ну а так в основном как-то ну, процентная выживаемость это пока меня устраивает. Даже вот смотрю так, как сказать, поле назовем, даже красиво выглядит. Кстати, бутылочки доставать это обязательно, как я вот делаю, немножечко расшатывайте, чтобы налипшая земля это осталось на месте, а то можно вместе черенками вырвать, бывает. Ну как-то было даже у меня случай, что не расшатывая бутылочку выдрала, она вместе с черенком, вместе с землей, короче. Ну это уже как-то неприятно, уже облом, короче. Потом уже Роза не хочет приживаться. Зачем это? Ну а так сухих это меньшая часть. Это пока так это нормальное явление, я вам скажу. Но опять же зависит, видимо, от части черенка, то есть лозы. Это может где чуть старше попало. Именно вот моим наблюдением уже слишком старшие черенки плохо приживаются. Вот когда чуточку в середине, не самые молодые, что мягкие, а вот это, ну, в середине этого черенка лозы. Те лучше, вот чесночек спрятался. Выдрать его не ставим, потому что сейчас начну выдирать это вместе с розой, бывает. Поэтому пускай живет. Вот опять. Так что кто пробовал вместе со мной, можете посмотреть и продолжить. Ну опять же на все это. Насчет полива. Еще раз повторюсь. Ни в коем случае не поливайте, потому что, ну вот видите, если в таком состоянии земля, это полив вообще не требуется. То, что вот бутылки конденсат, это вполне достаточно. Она со временем вытекает опять это и обеспечивает это теперешние нужды, это потребность. Черенка больше воды не надо. Если вода чуточку переборщит, то уже начнется моментально почернеет чернок и все пойдет нехорошо, короче. Ну вот, почти уже все это наша работа завершается. Открытие бутылок, скажем. Кстати, трава так под бутылкой хорошо растет, даже на идее подталкивает
надо будет в дальнейшем применять это на выращивание салатов. Но это уже другой сказ. Попробую я, наверное, даже в осени снять ролик на эту тему. Ну, даже, наверное, уже кто-то может услышать и перехватит, и ничего страшного, пожалуйста. Если получится, спасибо, человек скажет. Вот еще у нас. Вот, прошлогодняя роза отлично уже вымахала. Уже листочки, это червячочек поточил. Я, конечно, виновника поймал, но надо будет купить биотлин. Ну, пока другое средство не нашел, самое лучшее сейчас в данный момент это биотлин. Это потравить и тлю, и червяков время от времени, чтобы не съедали листья. Ну, они не только и мягкие, эти паростки, эти стебельки это поедают тоже. Ну, а так кустик будет хороший, красивый. Ну, и червяка лучше, короче. Ну, а так вот тут тоже. Сейчас покажу корневую систему. Ну, не систему, вот это. Видите, хорошо пошло вроде. Ну и по какой-то причине, не знаю, вот почернело. А чернок, ну, выкинем его. Кстати, вот если у вас посажена роза черенки, это, ну, который целый день это под солнцем, это нежелательно, чтобы не выжарить, это не запарились они под бутылкой. Хорошо бы немножечко, часть дня, чтобы был это не прямые лучи солнца. Можно чем-нибудь завесить или чего, так чтобы, ну, не целый день это солнце парило, а, ну, часть. Без солнца тоже нельзя, ну, а часть дня, чтобы... У меня тут виноград загораживает с одной стороны, с другой стороны вишенка так. Ну, то есть до обеда так чуть-чуть это солнце через ветки просачивается. Ну, а после обеда немножечко уже, ну, так, солнце. Ну, а потом за дом заходит солнце и уже, ну, опять денек это. Ну, то есть пока сильно большое солнце нельзя. Немножечко как-то огородить от всего этого. Ну, сейчас вот видите, аж самому нравится, так красавцы стоят, или красавицы, не простительно. Ну, вот так проверили мы все. Сейчас мы их уже обратно накроем. Еще рано полностью открывать. Поэтому обратно мы их... Сейчас немножечко вам покажем. Ну, вот видите, сколько у нас отходов. Ну, не отходов, ну, уже не прижившиеся черенки. Что и ожидалось. Ну, сейчас вот. Ну, некоторые кусты, ну, кусты скажу, говорю, черенки, ну, такие, видите, худошавые. Их можно пока не надо открывать пробочки. А где вот это, вот такие, видите, кусты, это где я траву. Это уже можно и пробки открывать, чтобы немножечко меньше это, ну, там должны быть корешки, уже больше влаги, можно пробки открывать, чтобы дышали. Но если со временем вам покажется, что как-то сухо, можно обратно пробочкой закрутить, чтобы меньше влаги улетучилось. Но это можно время от времени. Ну, сейчас мы их накроем. В основном вот это будет у нас все на этот раз работа сделана. То есть больше никаких дополнительных работ тут уже не будет. Ну, просто наблюдать это, где пробки открутил, где закрутил, это, ну, больше ничего так. Меньше вмешательства, лучше рост. В основном не забывайте, что затенят. Ну, немножечко, не то чтобы на полностью, опять же, повторюсь, чтобы так часть дня это, чтобы были тенечек. Вот сейчас немножко мы ускоримся, чтобы так, ну, одно и то же показать и как-то долго
честно сказать, и слов не могу особо находить, поэтому можно немножечко быстрее показать. Вот видите, некоторые кусты даже вот плоховато лезет в бутылочку. Ну, конечно, можно было бы на такие кусты большую бутылку, так, ну, 5-литровую, ну, у меня его нету ее. Поэтому уже пока приходится обходиться этим. Ну, в основном так весь, что результат пока что радует, чтобы не сглазить, я вам скажу. Ну, вот уже все доходит к финалу. Почти. Весенне-летний осмотр, скажем, ну сейчас это не лето, так, ну, погода такая, что не лето, не весна, возвращение осени называется. Ну а так вот, если какие вопросы, пишите в комментариях, я отвечу обязательно. Если по существу, конечно, ну, кого заинтересовало, какие-то там непонятки, это без проблем. Ну а так дальнейший процесс обязательно я сниму ролик, это выставлю. Ну я думаю, что скорее всего один ролик будет. Ну а позже еще будет у меня роза другого сорта, который без черенков размножается, про его ролик сниму. Но это будет позже, потому что та роза еще молодая, не особо какая-то, ну без процесса можно показать. Ну а так все, пока. До свидания, смотрите ролики и сделайте лайки, подписывайтесь. Пока, до свидания, всем удачи.